Привет, друзья! Большой босс был прорывной ролью Брюса Ли. Также он положил начало его пути к становлению мировой звезды боевых искусств. В фильме Брюс играет молодого мастера боевых искусств, который идет работать на фабрику льда со своими двоюродными братьями и оказывается втянутым в конфликт с местной бандой. Какое-то время Брюс пытается избегать драк из-за клятвы, которую он дал своей матери перед ее смертью. Однако события фильма проверяют его преданность своему образу жизни. Наконец он принимает трудное решение пойти против своих убеждений и помочь своей семье отбиться от бандитов. Большой босс ознаменовал поворотный момент в карьере Брюса. Пока он жил в Лос-Анджелесе, его целью было стать голливудской звездой, но он не смог найти студию, готовую рискнуть и взять его на главную роль в одном из своих фильмов. Во время поездки в Гонконг он обнаружил, что стал там знаменитым во многом благодаря повторам «Зеленого шершня». Транслировался только один сезон на канале ABC, но он был довольно хорошо принят в Гонконге из-за исполнения Брюсом роли Ката. Многие поклонники в Гонконге называли это шоу Ката. После подписания контракта с Golden Harvest Брюс получил роль в «Большом боссе», но не в качестве главного героя. Первоначально ему была отведена второстепенная роль, а роль протагониста должен был исполнить Джеймс Тянь. Но после первых же сцен режиссер изменил свое мнение и отдал Брюсу Ли главную роль своего знаменитого фильма. В первую неделю съемок Брюсу было все труднее и труднее сдерживать свое нетерпение. Кинооборудование было старым и в плохом состоянии, а сценарий сводился к нескольким основным идеям, написанным на клочках бумаги. Режиссер обладал необычайно буйным темпераментом и покрывал бранью весь актерский и технический состав. В то же время Брюс по ходу пытался улучшить сценарий и сразу взял боевые сцены со своим участием в свои руки. Однажды, неудачно приземлившись после прыжка, Брюс сильно растянул щиколотку. Ему тяжело было двигаться, и его мучили сильные боли и лихорадка. Он едва удерживался от рвоты во время трюков. Но несмотря ни на что, съемки продолжались. Из-за подвернутой ноги он прихрамывал, поэтому в нескольких сценах его пришлось снимать крупным планом. У Брюса был порез на руке, который еще не зажил, а из-за больной спины после каждой сцены актеру делали обезболивающие уколы. Когда наконец фильм был готов и его показали в кинотеатре, на несколько секунд воцарилась изумленная тишина, после которой последовал взрыв полного восторга. На выходе из кинотеатра Брюса буквально осаждали поклонники, а на следующий день пресса была просто в экстазе. С первых же титров видно, что «Большой босс» сделан при минимальном бюджете. Даже титры написаны слегка трясущейся рукой, а в самом фильме достаточно шатких кадров, чтобы предположить, что большая его часть снималась одним дублем. Однако фильм был гораздо лучше сыгран и поставлен, чем любой другой подобный фильм, и содержал полуреалистическую сюжетную линию, связывающую воедино вполне похожие на реальные события. Через 3 недели после премьеры фильм превзошел все ожидания, принеся доход в $3 миллиона гонконгских долларов. «Большой босс» был показан в Гонконге 875 раз, а затем отправился бить рекорды по всему округу. По реакции зрителей на премьере, Брюс понял, что фильм удался, ведь в основном это была именно его заслуга. Он навсегда останется в памяти своих зрителей, которые будут пересматривать его не один раз. Фильм навсегда останется культовым в боевом кинематографе, и его до сих пор используют как образец для начинающих режиссеров. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.